Олимпийская чемпионка Пхенчхана 2018 в команде, канадка Меган Дюамель, отреагировала на визит итальянского фигуриста Даниэля Грасля в Москву. Ранее в сети появилось фото Грасля, посетившего Ледовый дворец Хрустальный. «Крайне разочаровывающе», — написала Дюамель под постом с фотографией итальянца. «За рубежом не в восторге от поступка Даниэля, одного из самых перспективных одиночников Европы. Итальянский фигурист, похоже, исполнил свое желание, которое он озвучивал год назад. Тогда спортсмен занял второе место на чемпионате Европы, уступив только россиянину Марку Кондратюку. После выступлений спортсмен заявил, что хотел бы потренироваться у Этери Тутберидзе, однако пока такой возможности у него не было. Да, я действительно очень хотел бы попробовать потренироваться у Тутберидзе летом, на сборах, но этого не случилось то из-за ковида, то из-за того, что мне надо было в армию. Надеюсь, в будущем мне удастся к ней съездить», — заявил Грасль. В 2023 году итальянцу, похоже, удалось воплотить в жизнь свою мечту. Фотографию с Даниэлем в Хрустальном опубликовал один из учеников Этери Георгиевны, Арсений Федотов, и сказать, что снимок старый, точно не выйдет. Юный спортсмен указал дату – 5 января 2023 года. «Ледовый дворец Хрустальный. Виз Дэниел Грэсел», написал Федотов в своих соцсетях. Сейчас этой фотографии в социальных сетях Арсения уже нет. Но интернет, как известно, помнит все. Да и реакция общественности не заставила себя ждать. В комментарии под постом российского фигуриста пришла олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира в парном катании, канадка Меган Дюамель. Но ее сообщение, как и самого снимка Арсения с Даниэлем, разумеется, не сохранилось. А вот Грасль совершенно точно сейчас находится в Хрустальном. Но вряд ли он уже успел пообщаться с Этери Георгиевной. Сама Тутберидзе в Москву, скорее всего, еще не вернулась. Несколько дней назад она поделилась фотографиями с празднования Нового года в США вместе со своей дочкой Дианой Дэвис и ее партнером Глебом Смолкиным. Вряд ли Тутберидзе уже успела приехать обратно в Россию, но она определенно сделает это в ближайшее время. Впереди Кубок Первого канала, в котором будут принимать участие ее ученики. Многие фигуристы в настоящее время задействованы в шоу. Так, к примеру, Камила Валиева приступила к тренировкам 3 января и параллельно выступает в шоу Татьяны Навки. Взаимодействие с Тутберидзе не первое в карьере Грасля общение с российскими специалистами. Известно, что ранее Даниэль занимался в лагере Алексея Мишина в Италии, а также сотрудничал с Евгением Рукавицыным и Светланой Соколовской. Свой первый четверной Ридбергер я прыгнул, когда стажировался у Рукавицына, тренера Дмитрия Алиева. Но вообще мы любим устраивать стажировки с разными тренерами, потому что мой наставник хочет попробовать разные техники, изучить что-то новое, смотреть, как работают другие, говорил итальянский фигурист. Также Даниэль говорил, что является большим поклонником Марка Кондратюка и верил в его победу на прошлогоднем чемпионате Европы. «Я большой фанат Марка Кондратюка. Надеялся, что он выиграет». Россияне тоже относятся к Граслю достаточно тепло. В частности, им очень восхищалась Александра Трусова после попытки пятерного прыжка на шоу в Италии. «На шоу в Болонье было классно. Все затискали мою Тину, узнали, что она была на юниорском чемпионате мира, да еще в платьях, как у меня в программах, а Даниэль Грасль в финале зашел в пятерной луц. Не докрутил, упал, но все равно это было круто. Меня это больше всего поразило. На удочке пятерные сейчас пробуют и другие фигуристы, но это делать гораздо проще. А тут Граслю сказали «попробуй», и он пошел», рассказала фигуристка Трусова. С Александрой Даниэль в итоге устраивал параллельные синхронные прыжки, излюбленное развлечение фигуристов во время шоу. А с другой российской спортсменкой, Анной Щербаковой, его даже связывает дружба. Можно сказать, что мы друзья? Скорее, с Анной Щербаковой. У нас совпадали этапы Гран-при, и я ей дарил итальянские сувениры, а она в ответ подарила какие-то русские вещи. Это было мило, рассказывал Грасль. Что касается Тутберидзе, то итальянцы не отталкивали методы работы российского специалиста. Я хочу с ней позаниматься, потому что ее ученицы делают четверные, а мне нужен четверной тулуп, он остался последним, а в ее группе сразу несколько человек его делают. Жесткая? Да, пожалуй, есть немного. Но иногда в фигурном катании это нужно. В общем, в теплом отношении Даниэля с Россией нет ничего нового. Да и о желании посетить нашу страну, и конкретно штаб Тутберидзе Грасль говорил неоднократно.
Однако пользователи в социальных сетях начали бурное обсуждение поездки итальянского фигуриста. Кто-то пишет комментарии под его фотографиями, а кто-то обсуждает в личных аккаунтах. Реакция иностранцев в большинстве своем достаточно негативная, вот некоторые комментарии. Даниэль Грасль, почему ты сейчас едешь в Россию? Я могу понять, что ты хочешь стать сильнее, но почему именно в этот момент? А тренер Этери Тутберидзе? Серьезно. В каком мире Даниэль Грасль решил, что посетить Россию сейчас это хорошая идея? Даниэль Грасль тоже начнет получать бонусы Этери прямо сейчас или как? Я очень надеюсь, что это будет иметь какие-то последствия для ваших тренеров и национальной федерации. Ты должен быть лучше этого. Какого черта, Даниэль? Что ты делаешь в Хрустальном?